Давай сегодня поговорим на такую трудную тему, как простить родителей. Для этого давай поработаем с своими убеждениями. Первое убеждение, которое может тебе мешать простить твоих родителей, это то, что ты, возможно, считаешь своих родителей идеальными и святыми людьми. То есть, что твои родители не должны были кричать, нервничать, как-то неправильно реагировать на ситуацию. То есть, некий такой вот образ святого человека. Для себя необходимо понять, что нет. Родители – это не святые люди, это самые обычные люди, которые тоже могут нервничать, обзываться, кричать, как-то неправильно понимать ситуацию, неправильно реагировать. И это нормально, потому что мы все люди, которые имеем свои недостатки и достоинства. Второе убеждение, которое может тебе мешать. Как ты думаешь, тебя любили в детстве или нет? Часто дети думают, что родители их не любят. Потому что раньше особенно было не принято говорить «я тебя люблю». Все и так должны были все понимать. Но я хочу тебе сказать, что тебя любят 100% твои родители, даже если они об этом тебе никогда не говорили, и ты должен был догадаться об этом сам. Почему? Потому что учеными уже давно было доказано, что когда у взрослого человека появляется младенец, и даже если этот младенец ему не родной, ну вот он родился, ему там месяц, или он только родился, и этот взрослый начинает взаимодействовать с этим младенцем, то человек автоматически очень сильно привязывается за несколько месяцев и влюбляется в этого младенца. Если бы в обычной жизни человек не привязывался бы и не любил своего младенца, своего ребенка, то проще было бы бросить своего ребенка. Люди бы бросали своих детей. Потому что ребенок рождается, он начинает плакать, он начинает мешать, он кричит, его надо постоянно кормить, носить на руках, надрывать себе спину. Это большие трудности. И, конечно, было бы проще просто бросить ребенка. Но человек влюбляется в свое маленькое дитя. То есть, если ваш родитель присутствовал в вашей жизни первые 3 года, он вас нянчил, растил, то у него сформировались правильные привязанности, и он 100% вас любит. Точно так же, как и вы 100% к нему привязаны, и вы будете любить его всю жизнь. Третий вопрос. Подумай, пожалуйста, ты благодарен своим родителям за то, что они тебя вырастили, за то, что они минимум 15 лет своей жизни отдали тебе, тратили на тебя деньги, водили тебя по больницам, нянчили тебя, не бросали тебя, были всегда с тобой рядом. Если ты можешь им сказать спасибо за это, то это очень хорошо, ты на правильном пути. Но если же тебе трудно сказать спасибо, то тебе обязательно надо научиться быть благодарным. И когда ты станешь сильно благодарным, то часть твоих обид, она уйдет. То есть каким образом можно стать благодарным? Когда какой-то праздник, то вы можете сказать своим родителям, маме, папе, поздравляю с днем рождения, сказать такие слова: «Спасибо большое, что ты меня вырастила». Или сказать: «Спасибо, что всегда обо мне заботились». И родителям будет очень приятно. И вы сами для себя поймете, что да, это большущий труд. Они действительно мне отдались. То есть, по сути, родители отдаются в полное рабство ребенку. Они все для него делают. Они на все готовы ради своего ребенка. 4. Я хотела у тебя спросить. Ты понимаешь, как было с тобой трудно твоим родителям? Если у тебя есть собственные дети, то я могу сказать, что да, ты понимаешь, как это не спать ночами, как это полностью забыть про себя минимум на 3 года, про свои хобби, про своих друзей, про сон, про еду. Думать только о том, чтобы твоему ребенку всегда было хорошо, заботиться, переживать о своем ребенке, не высыпаться, быть постоянно в раздраженном состоянии. А когда ребенок постоянно не слушает, как себя вести? И, конечно же, родитель в таких условиях начинает срываться, кричать, может и по попе дать, может и какое-то слово неприятное сказать. И вам, как ребенку, было очень трудно понять, почему родитель так себя ведет, потому что у вас не было никакого жизненного опыта на тот момент. Вы были маленькие, и вы жили как бы одним моментом. Вот меня сейчас ударили. А то, что вы себя очень плохо вели до этого, вы этого не понимали. Конечно, потому что вы были маленькие. Поэтому и психологические травмы с детства, они такие сильные. Они потом мешают вам жить всю вашу жизнь. Теперь 5. Если вы, в принципе, все это понимаете, то, что я рассказала, но вы не можете никаким образом все равно простить ваших родителей, все равно в вашей голове
остались вот такие вот картинки с теми ситуациями неразрешенными, которые были в вашей жизни, тогда переходите на мое следующее видео, в котором я применяю специальную психологическую практику, которая вам поможет избавиться от ваших негативных чувств и эмоций. Подписывайся ко мне на канал, у меня всегда выходит много новых интересных видео.